Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Спасибо за ваши лайки, комментарии, отзывы, пожелания, за участие в жизни канала. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже много-много раз работали. Сегодня будет это 2 цвета. Ну и с новым узорчиком. Итак, новички, кто еще не знает, что это за ниточки, смотрите. Называются они Alize, Angora Gold, Simli. Идем дальше. В 100 граммах здесь находится 500 метров. По составу это 75% акрил, 20% это шерсть и 5% это металлическая ниточка. Видите, как переливаются ниточки. Так, пока не забыла, сразу же назову вам цвет. В данном случае вот розовый такой интересный, 27. Видите, на камеру передается точно такой, как он есть на самом деле. И нам советуют производители брать крючок вот от 2 до 4. Видите, я данную пряжу в принципе вяжу 3. Вот 3. Меня все устраивает. Вы точно так же берете свою пряжу, не только такую, которую показываю я. У вас может быть своя пряжа, может быть один цвет, может быть 2-3 на ваше усмотрение. Самое главное, правильно подберите крючок к своей пряже, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Так, смотрите, решила я начать с розовой ниточкой. Поближе к новичкам, кто еще не видел, смотрите, если мы немножечко так вот раскрутим, она у нас формируется, видите, из 3 ниточек. Это шерсть, акрил и металлическая ниточка. У шерстяной ниточки вот эти вот ворсиночки новичкам бывают мешают вязать, поэтому сразу же маленький крючок не берите, начните с крючка побольше. А потом уже, когда приноровитесь, будете маленьким крючком вязать. Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я не прикладываю на плохого качества, но узорчик совсем не сложный. Повторяйте за руками, у вас все получится. Раппорт сегодняшнего узорчика 5 петелек. Давайте я наберу 6 раппортов. Это будет 30 воздушных петелек и 1 петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Вы в свою очередь набираете столько, сколько вам будет необходимо. Итак, вначале все как всегда. Петелька фиксации. И при наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот мой будущий образец. Далее, как в многих узорчиках, сделаем для новичков вспомогательный ряд, чтобы не запутались в воздушных петельках. Да? Вспомогательный ряд будет состоять из столбиков с накидом. Для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Теперь отсчитываем от крючка 5 петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Вот это и есть столбик с накидом. Накид. В следующую петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. И так далее. Вот вы шагаете в каждую петельку цепочки прям по порядку, да, контролируйте и провязывайте столбики с накидом. По итогу у вас должно получиться количество столбиков ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочке. То есть у меня 31 воздушная петелька, значит у меня получается 31 столбик с накидом. Считайте обязательно, чтобы у вас не получился узорчик ни шире, ни уже. И все, и вот так вот шагаете до конца ряда. Не забывайте, что вот эти первые 3 петельки подъема это имитация столбика с накидом, считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков. Видите, я уже провязала. Давайте до конца ряда самостоятельно, а в конце ряда встретимся. Договорились? Несложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот провязала до конца наши столбики. Все ровненько, аккуратненько. Приступаем к узорчику. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. И сюда же, вот верхушку самого первого столбика нырнули и провязали столбик с накидом. Есть. Далее накид. По порядку вот следующий столбик, в его верхушку нырнули и провязали столбик с накидом. Есть. Далее смотрите, накид. Пропускаем 2 столбика ниже стоящего ряда. 1, 2. И в 3 нырнули, провязали столбик с накидом. Есть. Накид. Следующий столбик
Вот верхушка следующего столбика. Сюда мы провязываем сразу же 3 столбика с накидом. Раз столбик с накидом. Сюда же 2 столбик с накидом. Сюда же 3 столбик с накидом. Накид. И в следующий по порядку столбик нырнули и провязали столбик с накидом. Вот. То есть получается, ну как бы назовем веерочек, да, может быть он. А здесь у нас получается в самом начале половинка этого веерочка. Поняли? Давайте еще раз. Накид. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий нырнули, провязали столбик с накидом. Следующий столбик мы провязываем 3 столбика с накидом. Раз. Сюда же 2. Сюда же 3. Угу. И потом в следующий по порядку столбик провязываем 1 столбик с накидом. У нас как бы, ну, вот веерочек или что-то, кирпичик назовем, да, состоит из 5 столбиков с накидом. Поняли? И так вот вы шагаете до конца ряда. Накид. 2 столбика пропустили и начинаем провязывать с третьего. Третий столбик – это 1 столбик. Следующий столбик за ним – это 3 столбика с накидом. Раз. Сюда же 2. Сюда же 3. И заканчиваем наш кирпичик, да, веерочек. Последний столбик 1 с накидом. Все. И вот так вот вы шагаете до конца ряда. Не сложно? Не сложно. Я думаю, вы справитесь. Так что самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите. Вот провязали практически до конца ряда. Как мы заканчиваем ряд? Точно так же, как и начинали. Смотрите, накид. 2 столбика пропустили. И в следующий столбик провязываем 1 столбик с накидом. Так. А там, где у нас 3 петельки подъема, вот в третью петельку ныряем и провязываем всего лишь только 2 столбика с накидом. Раз. И сюда же 2. То есть все. На этом у нас получается ряд наш закончен. Теперь смотрите, что я делаю. Я так вот воздушную петельку делаю, подтягиваю ниточку и оставляю ее. Сейчас я буду переключаться на новый цвет. И особенность будет переключения какая? Что я буду не здесь слева, да, переключаться, а именно с начала ряда. Вот справа, потому что у нас каждый цвет будет один ряд. И мы будем одним цветом провязывать, сверху другим. Потом повернем наше вязание и опять одним, другим. Для чего? Чтобы у нас не оставалось много кончиков, чтобы мы их отрезали. Понятно? Ну, сейчас покажу. Итак, вот, допустим, у меня беленькая ниточка. У вас может быть любая другая, да, ну, как бы для контраста, если хотите. Смотрите, вначале что мы делаем? Петельку фиксации, как мы все время начинаем вязание. Вот так вот, оп. И вот теперь вот эту петельку будем присоединять. Смотрите, там, где у нас были 3 петельки подъема, помните, да? Мы аккуратненько в третью петельку вот так вот ныряем. Беремся поаккуратнее, поудобнее, вернее. И нашу вот эту беленькую ниточку, видите, захватили и протянули через петельку третью розовенькую и свою беленькую. Оп, соединительной петелькой. Все, присоединили. Потом мы эти кончики попрячем, но это единственные будут кончики у нас, да, потому что мы отрезать ничего не будем. Итак, вот мы присоединились. Далее провязываем наш узорчик. Для начала воздушная петелька и сюда же столбик без накида. Далее в следующий столбик по порядочку, вот наш розовенький столбик, провязываем тоже столбик без накида. Есть. Теперь 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Смотрите, вот наш кирпичик, 5 столбиков, да? Первый мы столбик пропускаем, не провязываем, начинаем со второго. Второй, смотрите, провязываем обычный столбик без накида, а средний, самый центральный столбик, смотрите, как мы делаем. Мы не просто обычный столбик за верхушечку беремся, да? Мы, смотрите, захватываем вот так вот сзади наперед столбик, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки вместе. У нас будет рельефный лицевой столбик без накида. Следующий столбик мы провязываем просто обычным столбиком без накида. Итого у нас получилось 3 столбика, видите? Обычный, рельефный, обычный. Далее делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Перепрыгиваем к следующему кирпичику. Точно так же. Первый столбик у кирпичика пропускаем, начинаем со второго. Обычный столбик без накида. Далее у нас будет рельефный лицевой. Захватываем столбик сзади наперед, столбик перед крючком.
вытянули ниточку, провязали 2 петельки вместе. И следующий у нас столбик третий, просто тоже обычный столбик без накида. Первый и последний столбики в этом кирпичике мы не провязываем. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. В следующем кирпичике в нашем первый столбик пропустили, начинаем со второго. Обычный столбик без накида. Рельефный лицевой столбик без накида. И обычный столбик без накида. И так далее. Вот вы провязываете столбики, да, над кирпичиками, а между кирпичиками у вас будут вот такие вот арочки. То есть ничего вообще сложного нет. Все, опять 3 воздушные петельки и переключаетесь на следующий кирпичик. Справитесь? Я думаю, справитесь. Давайте самостоятельно до конца ряда и в конце ряда встретимся. Так, смотрите, вот провязали практически до конца ряда. И как мы заканчиваем наш ряд? Вот мы делаем между кирпичиками 3 воздушные петельки. Далее вот у нас пол кирпичика. Помните, 3 столбика всего лишь. Первый мы пропускаем, со второго начинаем. Обычный столбик без накида. И начинали мы ряд, да, тоже здесь вот обычный столбик без накида. Но какая особенность? Мы должны переключиться на розовую ниточку. Нырнули, вытянули беленькую, на крючке 2 беленькие петельки, да. Дальше, смотрите, захватываем розовую, подтягиваем так, как нам надо. И вот этой розовой петелькой провязываем 2 петельки беленькие. Все. Видите, у нас получается ряд закончился беленькой ниточкой, но в процессе вязания получилось розовенькое. Все, что необходимо, чуть-чуть аккуратненько подтягиваем. Теперь делаем 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Теперь смотрите, какая особенность. Мы будем работать вот с этими вот арочками предыдущего ряда. Накид. В арочку аккуратненько ныряем и провязываем 5 столбиков с накидом. 1, сюда же. 2, сюда же. 3, сюда же. 4, сюда же. 5. То есть вот веерочек или кирпичик, или да, как мы его называем. Идем дальше. Накид. Перепрыгнули все наши столбики без накида в следующую арочку сразу же. 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Угу. Несложно. Все. И вот так вот шагайте до конца ряда. Опять наши 3 столбика пропустили. И вот в следующую арочку провязываем 5 столбиков с накидом. Все понятно, да? Все. Давайте самостоятельно до конца ряда и в конце ряда встретимся. Несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши кирпичики-веерочки. Ничего сложного, как мы заканчиваем ряд. Вот, после последнего, получается, нашего столбика в последнем кирпичике делаем накид, перепрыгиваем наши столбики, так, и вот последний столбик без накида, мы в него провязываем столбик с накидом. Все, и на этом наш ряд закончен. Далее, воздушная петелька, подтянули и опять оставляем розовую ниточку, переключаемся на белую ниточку. Вот, видите, у нас беленькая ниточка. То есть вы можете ее аккуратненько, легонечко подтянуть вот до 3 петелек. Помните, розовая ниточка, делали 3 петельки подъема. Вот, за 3 петельку беремся и аккуратненько захватываем беленькую ниточку. Сильно не тяните, чтобы край не зажулькать, он у вас так вот стянется. Просто тихонечко, легонечко. Все, у нас беленькая ниточка, работаем с ней. Итак, воздушная петелька. Далее сюда же нырнули и провязали столбик без накида. Начало ряда. Далее воздушная петелька. И помните, как мы провязывали с вами кирпичики? Первый столбик мы не трогаем, начинаем со второго. Второй столбик это обычный столбик без накида. Какая особенность в этом ряду? Чтобы сохранить рельефность, так, нам необходимо будет в данном случае следующий столбик провязывать не рельефным лицевым, а рельефным изнаночным столбиком. То есть, чтобы у нас с одной стороны все были изнаночные, с другой стороны все были лицевые. Поняли? Итак, смотрите, как мы провязываем вот центральный столбик. Мы захватываем его наоборот. Вот таким вот образом, видите? Спереди назад. И у нас получается столбик за крючком. Будет рельефный изнаночный. Вытянули ниточку и провязали 2 петельки вместе. Рельефный изнаночный столбик без накида. Следующий третий столбик обычный столбик без накида.
Все, вот такая вот особенность. Дальше опять между кирпичиками арочка, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Опять кирпичик. Первый столбик у кирпичика пропускаем, начинаем со второго. Обычный столбик без накида. Далее рельефный изнаночный столбик за крючком. Вытягиваем ниточку и 2 петельки вместе. И третий столбик, обычный столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Точно так же. Первый столбик пропустили, со второго обычный столбик без накида. Рельефный изнаночный столбик без накида. И обычный столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три и так далее. И вот так вот шагаете до конца ряда. Понятно? Несложно. Давайте самостоятельно в конце ряда встретимся. Так, смотрите, вот провязали практически до конца ряда. Вот такие у нас опять получаются маленькие арочки. И как мы заканчиваем наш ряд? Вот получается, провязали мы 3 столбика без накида, да, центральный у нас рельефный. Далее нам необходимо перепрыгнуть вот на самый-самый последний столбик. Видите, мы делаем всего лишь только одну воздушную петельку, а там, где у нас последний столбик с накидом, мы ныряем в верхушечку, вытягиваем ниточку и опять переключаемся на розовый цвет. То есть мы провязываем беленькие петельки, розовенькую захватываем, вот так вот подтягиваем, чтобы нам было ее удобнее захватить. И розовой ниточкой провязываем 2 петельки. Все. Мы переключились на розовую ниточку. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот, накид. Сюда же, в верхушку этого же столбика, мы провязываем столбик с накидом. Так. Потом, смотрите, у нас получается всего лишь только одна воздушная петелька, и мы в нее провязываем столбик с накидом. У нас получилось пол кирпичика. Накид. Перепрыгиваем вот в следующую арочку. И здесь уже полноценный кирпичик, состоящий из 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5. Поняли, да? Все. Дальше мы прыгаем опять по арочкам, как в предыдущих рядах. Если внимательно посмотрите, то мы повторяем самый первый ряд. Видите, у нас здесь был пол кирпичика, кирпичик, кирпичик. У нас кирпичики, видите, в шахматном порядке. Вообще ничего сложного. Все, до конца ряда, в конце ряда еще раз встретимся. Давайте. Так, смотрите, вот еще наши веерочки, кирпичики готовы. Мы как заканчиваем ряд. Вот наш кирпичик очередной. Помните, у нас здесь получается вот 3 столбика без накида, 1 воздушная петелька. Вот мы, получается, ныряем в эту арочку, провязываем столбик с накидом. А далее вот наш последний столбик без накида, мы провязываем 2 столбика с накидом. Ну, пол кирпичика. И сюда же. Все, у нас всего получается 3 столбика с накидом. Воздушная петелька, опять подтянули, опять оставляем розовую ниточку. Видите, мы вот так вот перешагиваем, да, и у нас нету ни одного кончика, понятно? То есть только в самом начале. Итак, аккуратненько беленькую ниточку точно так же вот подтягиваем до 3 петельки подъема. И вот так вот, оп, все, переключились. Сильно не тяните, повторюсь, чтобы не зажулькать край. Воздушная петелька, и сюда же нырнули, провязали столбик без накида. Вот, следующий получается по порядочку столбик. Мы провязываем еще 1 столбик без накида. У нас здесь будет 2 столбика. А далее, помните, да, делаем арочку. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Переключаемся вот на наш кирпичик. Первый столбик пропускаем, начинаем со второго. Нырнули, столбик без накида. Какая особенность? Вот, у нас здесь, видите, вот в этом, получается, ряду у нас будет рельефный лицевой. Лицевой вот так вот выглядит. Поняли? Вот, значит, мы здесь провязываем точно так же. Рельефный лицевой столбик без накида и обычный столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Опять перепрыгиваем к следующему, получается, кирпичику. Первый пропускаем столбик, начинаем со второго. Столбик без накида, рельефный лицевой столбик без накида и столбик обычный без накида. Поняли, да? То есть сам по себе узорчик у нас представляет собой, ну, 2 ряда, да, так скажем. Вначале кирпичики, потом арочки. В шахматном порядке. Кирпичики, арочки, кирпичики, арочки. Тут единственная какая особенность, что вот непосредственно в арочках вот эти вот рельефные столбики в одном ряду мы будем провязывать их лицевыми,
в другом рельефными изнаночными. То есть, чтобы они смотрелись у нас, видите, одинаково. Будут смотреться на одной стороне, на другой стороне у нас все будут изнаночные. Все, это главная особенность. Просто сами себя контролируйте. Если не хотите рельефные провязывать, провязывайте обычные столбики, тоже будет красиво. Итак, давайте увеличим наш узорчик на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Получится очень нежно, красиво, симпатично. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала побольше рядочков. Вот такая по итогу получается красота. Как вам? Нежненько, воздушненько. За счет цвета, да, еще передает такую нежность. Вы можете вязать любым цветом. Вы можете брать 2 ниточки, 3 ниточки на ваше усмотрение. Итак, лицевая сторона. За счет того, что здесь рельефные лицевые столбики, да, вот наши столбики без накида. Изнаночная сторона. Ничем не хуже лицевой, согласитесь. Все ровненько, аккуратненько, не стыдно показать. Из моих ниточек это, конечно, в первую очередь хочется связать палантин, кофточку, кардиганчик, такие вот легкие. Если это будет пряжа летняя, топики, маечки. Если это пряжа зимняя, да, то связать можно и шарфики, и снудики. Почему бы нет? Ну что дырявчатый, он очень-очень будет красиво смотреться. Смотрите, узорчик можно поворачивать, то есть не забывайте об этом. Вы можете его крутить, вертеть, как вам будет удобно, как вам необходимо. Видите? Вот такая вот красота. Цвета могут быть совершенно разные, только такие, которые показываю я. Вы можете делать, например, веерочки, да, вот эти кирпичики одним цветом, а столбики без накида другим цветом. Либо наоборот, столбики у вас без накида будут все время одного цвета, а кирпичики разного. То есть вы можете остаточки ниточек тоже пустить. Красота. Если кто-либо что вязал данным уже узорчиком, рассказывайте, напишите в комментариях, будем вдохновляться. Угу. Итак, из моей пряжи вот так практически не тянется. Вот так тянется чуть получше, но тоже не сильно. Из вашей пряжи может тянуться больше, меньше. Пробуйте, экспериментируйте. Из разной пряжи один и тот же узорчик выглядит по-разному. Поэтому тоже экспериментируйте. Итак, я набирала 31 воздушную петельку. Допустим, моя плотность вязания, моя пряжа, мой крючок. Ну вот, 13, ну и 8, да, там 14 сантиметров. А тут получается кирпичик и сверху столбики. Раппорт узорчика 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Тут будет только один ряд 13 и первый наборный 14. Так, 14 рядочков. Это у меня вот 11 сантиметров. Да, потому что столбики у нас без накида, да, они же у нас маленькие. Но в любом случае, даже так, узорчик растет быстро, потому что легко вяжется. Одни веерочки вообще шикарно. Как вам? Здорово? Я думаю, здорово. Несложно в копилочку ваших узорчиков, зато оригинально. Угу. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, вам будут приходить уведомления о новинках. Оставляйте комментарии. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Не забывайте заглядывать в плейлисты на канале. Узорчиков очень много. Они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов и находятся на главной странице канала. Ну что, всем ровных петелек. И встретимся в новых видео. Пока-пока.